Если у вас есть картошка и яйца, тогда это блюдо может вам понравиться. Я готовлю его и на завтрак, или на ужин. Получается очень сытно и питательно. А главное картошечка. Ну кто же не любит картошку, правда? Начинаем с лука. Берем одну репчатую луковицу среднего размера и нарезаю не очень крупно. Ставлю сковородку на огонь, наливаю растительное масло и начинаю готовить на среднем огне. Вот тут важный момент. Не торопитесь сразу высыпать лук. Дайте маслу немного прогреться, буквально полминуты. Пока лук обжаривается, займемся картошкой. Беру картофель. У меня сегодня 2 средние картофелины на сковороду в 20 см в диаметре. И нарезаю картофель соломкой. Кстати, можете натереть на корейской терке, если она у вас есть. Получается очень красиво и равномерно. Добавляю нарезанную картошку к луку и продолжаю обжаривать. Перемешиваю аккуратно, чтобы картошка равномерно покрылась маслом. Обжариваю минут 5 до полуготовности. Даю картофелю немного остыть, а в это время займусь ветчиной. Подойдет любая колбаса или даже сосиски. Нарезаю также соломкой примерно такого же размера, как картошку. Если вы не едите мясо, этот шаг можно смело пропустить. Блюдо получается не менее вкусным. Высыпаю ветчину картошки с луком. Дальше натираю сыр на терке. Тут решайте сами, крупная или мелкая терка. Сыр беру обычный, твердый. Вот маленький секрет. Если сыр немного подсох, не выбрасывайте. Для таких блюд он подходит даже лучше, чем свежий. Натирается легче и не липнет к терке. Добавляю натертый сыр к нашей смеси. А теперь зелень. У меня сегодня укроп, мелко нарезанный. Укроп с картошкой – это классика, но можете добавлять петрушку или даже зеленый лук. Приправляю специями для овощей без соли. У меня есть готовая смесь. Также подойдет, что есть дома: паприка, черный перец, сушеный чеснок. И соль добавляю совсем немного, потому что сыр уже соленый. Лучше не досолить, чем пересолить. Теперь яйца. Беру 3 крупных яйца. Если яйца мелкие, возьмите 4. Разбиваю в отдельную миску и хорошо перемешиваю вилкой или венчиком до однородности. Добавляю к яйцам немного муки. Мука поможет нашему блюду лучше держать форму и не развалится при переворачивании. Перемешиваю, чтобы не было комочков. Кстати, список всех продуктов вы найдете в описании под видео. И спасибо вам огромное за теплые слова в комментариях, мне очень приятно. Выливаю яичную смесь картошки с остальными ингредиентами и хорошо перемешиваю. Разогреваю сковородку с маслом, огонь средний, не больше. Это очень важно, потому что на сильном огне низ сгорит, а верх останется сырым.
Когда масло нагрелось, высыпаю туда нашу подготовленную смесь. Распределяю равномерно по всей сковороде. Накрываю крышкой и готовлю минут 8-10. Понять, что низ готов, можно по краям. Они должны слегка отходить от стенок сковородки. И если аккуратно приподнять лопаткой, низ должен быть золотистым. Переворачиваю при помощи тарелки. Беру тарелку чуть больше диаметра сковородки, накрываю ею сковородку и переворачиваю. Получается, что наше блюдо оказывается на тарелке низом вверх. Теперь аккуратно сдвигаю блюдо обратно в сковородку, но уже другой стороной. Накрываю крышкой и готовлю еще 3-5 минут на медленном огне. Подаю обязательно со сметаной. Это классическое сочетание. Экспериментируйте с начинкой. Добавляйте грибы, помидоры, болгарский перец. Каждый раз получается что-то новое. Это блюдо отлично подходит и для завтрака, и для ужина. Сытное, питательное и готовится действительно быстро. Буквально за 10 минут активной готовки и у вас на столе полноценное блюдо. Обязательно попробуйте приготовить. И не забудьте поставить лайк после просмотра видео. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять. Приятного аппетита и до встречи в следующих видео.